Здравствуйте, друзья! Перед нами формат 40×50, который мы грунтуем влагостойкой акриловой краской строительного назначения. Весь формат на один раз проходим этой краской. Знакомая всем процедура, не стоит на ней останавливаться очень долго, а вот о цвете стоит поговорить отдельно. Обратите внимание на используемую палитру цветов. Здесь отсутствуют оттенки синего. Да, сегодня картина будет создана в теплых тонах с вкраплением желтого, коричневого, охры и небольшое количество зелени. Я отказался от синих оттенков, потому что иногда при неправильном использовании они дают такую грязь в акриловой живописи. Особенно если мы идем холодным оттенком жидко, разбавляя его водой, то после высыхания он темнеет еще сильнее и дает некоторый грязный оттенок в нашу картину. А вот сработать чистыми, светлыми, яркими оттенками в картине задача особая, поэтому мы ее перед собой ставим и последовательно выполняем. Каким образом? Первое, что мы делаем в этой картине, создавая букет цветов, это сочиняем вот этот абстрактный фон. И здесь нужно отказаться от рационального применения своих навыков. То есть мы не просто выкрашиваем от верха до низа, делая какие-то плавные переходы одного цвета в другой, а вот именно в такой мазковой структуре, где один мазок вплавляется в другой, сначала проходим первым цветовым слоем и дальше вот так мастихином, макая то в белые акриловые влагостойкие белила, то в какие-то другие оттенки цвета, начинаем усовершенствовать абстрактное состояние этой поверхности. Именно это дает всей работе некую живописность и художественность. Посмотрите, как я пишу сам горшок, в котором будут стоять цветы. Это придавливание мастихина с поверхностью с небольшим содержанием краски на его ноже. Как представить себе образ, который вы создаете? Я нашел для себя такую ассоциацию. Представьте, что художник из клочков цветной бумаги выкладывал реалистичное изображение. При этом он не приклеивал маленькие фрагменты цветных кусочков бумаги, а просто на поверхности выкладывал эти кусочки, может быть, картона или просто цветной бумаги, отрывал кусочек и ложил на нужное место. В результате получилось очень реалистичное изображение, почти как фотография. Но вдруг подул ветер, и все эти кусочки бумаги разлетелись по поверхности. И вот в таком образе я пытаюсь создать это художественное произведение, эту картину. И когда ты вот так образно понимаешь, на чем основано твое решение писать картину именно так, твои действия подчиняются твоему мысленной установке, и поэтому картина постепенно складывается. Под прошлым видео мне многие написали, что такая техника живописи доступна только профессиональным художникам. Отчасти я могу согласиться, но разве не важно увидеть процесс создания картины художником? Вы можете многократно смотреть на репродукции картин и только как-то умозаключительно понимать, как это сделано. А вот увидеть весь процесс от начала до конца очень важно для собственного развития. Возможно, прямо сейчас у вас так не получится, но вы уже знаете и представляете, к чему нужно стремиться, и однажды, когда на фоне какой-то, может быть, живописной усталости уснет ваше рациональное мышление, вдруг рука полетит и начнет делать спонтанные действия, такие, как показаны в этом видео, и весь процесс создания картины будет складываться именно так.
Хотя я не предлагаю вам попытку создать такую картину откладывать в долгий ящик. Ведь все действия видны, понятно, просто позвольте себе это сделать и прямо сегодня можете положить перед собой, ну если не 40×50 формат, то 30×40 точно, и создать что-то подобное. Еще раз повторю, что вам будет трудно испортить эту работу, потому что мы не применяем здесь холодные оттенки, краска используется обычная, влагостойкая акриловая, никаких специальных средств мы не применяем. Во многих работах мастихином я использую густую акриловую краску, не та, что предлагается в строительных магазинах, а именно художественную, густую, которая не растекается по поверхности. Здесь же обычная краска, которую мы можем использовать. Конечно, вот этот скругленный мастихин дает мне несколько очков, такой приятный бонус. Заостренным мастихином создавать вот эти разлетающиеся лепестки цветов было бы несколько сложнее. Вот я решаю прямо вылить на палитру порцию краски, чтобы мастихин на свою поверхность брал чуть большее количество, и придавливая его тело к поверхности, он хорошо оставляет след. Не стоит этой краской прямо лить на поверхность и делать очень пастозные мазки. Все-таки это не художественная краска, и в большом объеме она может дать трещины, что в принципе каким-то образом может испортить вашу работу. Ведь она может получиться не учебной, а вполне профессиональной. Будьте к этому готовы. Еще раз повторю, что в такой работе важно несколько отпустить себя, не стараться создать идеальное произведение. Вот такое упражнение для перфекционистов. Если вам удастся, то это такой большой шаг к тому, чтобы расслабиться и просто позволить себе повозиться с краской. Скорее всего, помимо вот этой образной установки, еще одной установкой при создании этой картины может быть как раз вот такая. Просто повозиться с краской, создавая какой-то понятный зрителю образ. Если вы хотите изучить и другие техники создания цветочных букетов, то перейдите по ссылке в описании этого видео и познакомьтесь с курсом «Цветочная феерия». Там мы делаем интересные интерьерные работы, которые расширяют во много раз ваш творческий навык, творческий потенциал. Но вот не обошлось у меня, кстати, без густой краски. Это художественная уже краска Таир, которую я выложил на поверхность и делаю некоторые лепестки более объемными. Пожалуйста. Но ее использование не обязательно в этой работе. Кстати, обратите внимание, вы можете перемотать видео назад, на многих этапах работы картина выглядит эффектно и интересно. На любом этапе работы вы можете завершить эту картину, и она уже смотрится декоративно. Просто как цветные пятна, которые могут украсить стену интерьера. Я обозначил, что эта картина подошла бы для спальни. Еще раз повторю, что использование густой краски, если у вас ее нет, не обязательный элемент этой картины. Она даже как-то несколько видоизменилась и стала грубее. Ушла какая-то некоторая легкость, поэтому вы можете ограничиться теми элементами, которые были показаны в этом видео чуть раньше, до того, как я начал наносить эти густые мазки. Но каждая работа – это отчасти эксперимент, конечно, создавая сейчас по аналогии следующую картину, я бы, может быть, поступил несколько иначе. А сейчас в руках тонкая кисть, которая помогает создать на поверхности вот такие графические элементы.
Да, легкая летящая живопись сочетается с некоторыми элементами графики. И это тоже дает особое прочтение этой такой полуабстрактной картины. Я делаю коричневые линии и дальше сделаю некоторое количество таких белых мазков тонкой кистью. Еще какое декоративное значение у этих элементов? Они придают еще большее такой летящий момент нашему изображению. Это как конфетти, разлетающиеся над этим букетом, что в свою очередь придает ощущение праздника и движения этому букету. Ну что ж, сегодня состоялось создание вот такой картины. Еще раз повторю, что продолжить свое обучение вы можете в платном курсе «Цветочная феерия». Ссылка будет в описании этого видео. Многие, кто прошли этот курс, действительно получили новый навык и создали свои, возможно, первые цветочные интерьерные картины. Я же хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы находитесь на моем канале, смотрите видео и оставляете свои комментарии. Не забудьте подписаться на канал и всего вам самого творческого. До свидания, друзья.